От пациентки. При продолжительных головных болях было проведено обследование МРТ. Обнаружили доброкачественную опухоль невринома подъязычного нерва. 14 мая 2024 года было проведено микрохирургическое удаление в городе Москва. В июле возобновились головные боли, проведено МРТ 12 августа 2024 года. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 61 года, дата исследования 12 августа 2024 года. Область исследования – головной мозг. В представленном исследовании всего 4 последовательности. DWI отсроченных постконтрастных серий сканирований нет. Сканирование в корональной плоскости также не представлено, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. Слева на уровне затылочного отверстия визуализируется кистозно-солидное образование аксиальным размером 38 на 29 мм, краниекаудальным 20 мм. В просвете затылочного отверстия, с вовлечением в процесс ствола мозга, визуализируется кистозный компонент размером 20 на 19 мм, в височной кости мягкотканный компонент, накапливающий контраст размером 29 на 22 мм. Мягкотканный компонент доходит до левой внутренней сонной артерии, охватывая ее диаметр до половины его протяженности. Срединные структуры головного мозга не смещены. В переднем роге правого бокового желудочка F-шунт. Боковые желудочки симметричны до 14 мм, третий желудочек до 7 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,26. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флейр-очаги, размерами до 3-5 мм, без перифокального отека более вероятно, дисциркуляторного характера. Также вокруг желудочка в зоне глиоза расширены периваскулярные пространства верхового робина. Данных за наличие онк не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования пневматизированы. Заключение: медицинская документация не представлена. МР картина образования задней черепной ямки, F-шунта, дисциркуляторной энцефалопатии Фезикас 2. Рекомендовано проведение МРТ по общепринятым стандартам, консультация нейрохирурга. 18 августа 2024 года. КМН доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чтобы получить хорошее заключение, нужно хорошо выполненное исследование. А у вас только половина его. МРТ нужно переделать, а там и ситуация прояснится. По данному исследованию, можно сказать только то, что в задней черепной ямке есть опухоль, но детали не ясны, мало последовательностей сканирования. Вам также нужна консультация нейрохирурга.